Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Неожиданности и сюрпризы августа 2024 года. У нас сегодня две колоды. Колода цыганского пасьянса, карты, с их рандомным значением. Что нам выпадет, давайте узнаем. И колода карт Таро. Мы продолжим задавать вопросы, неожиданности и сюрпризы. И если цыганский пасьянс больше говорит о событиях, то где-то на колоде Таро больше нашего восприятия, больше психологии. Давайте посмотрим, что нам скажут одни карты и что или чем дополнят другие карты. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Нам порой кажется, что мы все просчитали или мы все контролируем. В самый неподходящий момент так оно и бывает. Начинает словно земля уходить из-под ног. Я думаю, это такое чувство знакомо каждому. Поэтому, конечно, мы не сумеем все предусмотреть, безусловно. Что-то совпадет, может быть, вообще ничего не совпадет. Будем реалистами, всегда к этому призываю. И больше подаю все те видео, которые я создаю на своем YouTube-канале с позиции позитивной психологии, потому что все просчитать просто невозможно. Кому интересно, я приглашаю на свой сайт и посмотреть также другие видео. В описании под видео я оставила ряд ссылок. Перейдите, посмотрите, есть уже гороскоп на 2025 год, видео точнее, с таро-прогнозами. Есть до конца 2024 гороскоп планетарный на моем сайте. Ну и на август, конечно, тоже. Давайте будем узнавать, что для вас, мои дорогие весы, как видят. Карты неожиданности и сюрпризы августа. Что же для весов? Пусть будут приятные сюрпризы. Будут обязательно, мои дорогие, солнце. Но будете вы собой довольны по минимуму в одном каком-то вопросе, когда что-то сложится. Может быть, это благодаря вашим усилиям, так чаще и бывает в нашей жизни. Но будут какие-то радости, приятные события. Это правда. Причем с этого начинается наш расклад. Будет и какое-то ожидание, и, скорее всего, оно имеет место на начало августа и где-то продолжится. Как долго, сейчас узнаем. Решите вы какие-то еще вопросы или нет. Почему-то говорю, потому что с переходом на второй ряд выпадает вот именно символ дерева, листья. И в этой колоде карт это ожидание. Но солнце, получается, у нас немножко повыше. Ну, как и положено, наверное, солнцу. Знаете, у кого-то из вас конкретно вот вопросы, которые вы решаете у чиновников или в инстанциях. И тут инстанции, учреждения, корона как раз с одной стороны символ власти, и для кого-то конкретно представители власти, законной власти, может быть, это и отчасти суды, или вы обращаетесь за разъяснениями к адвокату, к юристу, вот какие-то вопросы по документам решаете. То есть самая разная палитра. Но для кого-то это могут быть учреждения банально отчасти, когда вы занимаетесь своим здоровьем, тоже ведь учреждение. Поэтому вот так вот в целом рассматривайте. И как раз рядом солнце, поэтому вот эти вопросы будут успешными к решению. И вы дважды, потому что выпадает венок, символ радости. Что же нам еще скажут? Будьте внимательны. Вот вы, смотрите, вы как будто ждете. А может быть, кстати, с учетом, посмотрите, дуплет такой, да? С одной стороны у нас вроде дерево. Ожидание мы с вами сказали. В этой колоде переворачиваются карты именно. Можно крутить как угодно, кроме как по диагонали это не рассматривается. И выпадает маска. Это скрытый враг. Для кого-то из вас, мои дорогие весы, это может быть человек, который за вами наблюдает. Завидует вам, кстати. Ну, раз наблюдает, зачем-то ж он это делает. Стало быть, интересна ваша жизнь. Что же там у вас происходит? Могут быть такие люди в вашем окружении, которые задают навязчивые вопросы. Или, наоборот, ненавязчивые, как бы вскользь. Поэтому будьте внимательны. У кого-то действительно могут проиграться события, когда вы что-то ждете. И тогда маска тот человек, который
может быть отчасти в курсе ваших событий. И транслирует он какую-то лояльность, все же маска, а все равно где-то зависть, она присутствует. Поэтому есть какие-то злопыхатели, которые даже вот как скрытые, и ваша задача их просчитать. И, скорее всего, вы просчитаете. И более того, у кого-то ссора с ним может быть, с этим человеком. Вы можете окончательно прийти к выводу, что если, предположим, вы подозревали какую-то конкретную персону, что, ну, не совсем откровенен человек. И здесь может быть да кто угодно, хоть соседи, хоть коллеги, хоть и родственники, может быть и друзья, подруги. И одно дело это мы предполагаем или где-то чувствуем, да, вот интуицией, шестым чувством. Значит, будет какой-то момент, когда либо человек себя проявит, либо, ну, как-то еще вы окончательно убедитесь. И почему я так говорю, ссора? Вот как раз с таким персонажем и может быть, потому что вам захочется все расставить по местам. Или, может быть, ссоры не будет, но это такой, знаете, осадочек остается в нашей душе, когда пусть мы даже, предположим, вычеркиваем из нашей жизни, из круга нашего ближайшего общения, конкретного персонажа, но все равно в душе мы сожалеем о том, что так получилось. Или мы сожалеем о том, что, ну, где-то доверяли, может быть, больше, чем нужно. У кого-то это могут быть, кстати, бывшие, сердце, нож. Это иногда в этом дуплете будет говорить о разбитом как сердце или о каких-то разочарованиях. И здесь у каждого по-своему. У кого-то будет это в личной жизни, у кого-то, может быть, это с кем-то из близких, вот как я сказала, окружение, когда вы действительно, вы будете, ну, где-то причесывать всех тех людей, рассматривать, может быть, попеременно, в бинокль и в микроскоп, и вблизи, и вдали. Кто есть кто, кому я могу доверять, вот это точно. Какой-то вопрос у вас будет очень активно проигрываться в августе. И такие открытия могут быть совершенно с теми даже или в направлении тех людей, кого вы не подозревали. Почему есть определенное разочарование? У вас сильная позиция, мои дорогие весы, но, видимо, не время закрывать глаза на что-то. По крайней мере, для себя самих определить, с кем вы можете какие-то разговоры определенные проводить, кому вы можете доверять. И выпадает лицо, конкретно есть человек, действительно, который, может быть, имел маску, а теперь тайное становится явным. У кого-то это может быть, мои дорогие, относительно какого-то недавнего знакомства. Я могу такое предположить. И знаете, или это может быть еще даже два разных человека. Ведь мы все разные. Поэтому у кого-то вот эта маска и все, что я сказала по этому значению, это само по себе. Но есть еще и другой какой-то человек, ну, который вам может не добавить приятных эмоций. Или вы можете просто узнать о нем что-то такое, или от него может прийти какая-то новость, которая, увы, колокол выпадает, и это не есть радость. Может быть, это вам что-то такое будет, ну, как сорока на хвосте принесла. Это может быть и молниеносное какое-то известие, когда вы, ну, вынуждены принять как факт и дальше думать, что с этим делать. Я надеюсь, это не у каждого проиграется, но, видимо, наряду как с радостью, с победами, с успешными согласованиями, решением каких-то вопросов, вы действительно будете переоценивать свое окружение. И, скорее всего, это необходимо. Может быть, вам необходимо определиться в личной жизни. Или вы пусть выбираете даже продолжение, ну, своей рабочей какой-то темы. И даже в плане коллег, ведь для нас важно, чтобы, ну, были те люди, которые с нами как команда, или мы в чьей-то команде, но, значит, все равно какое-то взаимодействие искреннее, такое благополучное, уверенное, оно ведь тоже должно быть. Ладно, давайте мы спросим у карт Таро, что же вы будете чувствовать, что же вот как ваше внутреннее психологическое состояние, что значат эти неожиданности и сюрпризы, пусть нам Таро
немножко пояснят. Для весов неожиданности. Ну вот все то, что я сказала. И вы знаете, это не новость. Тут, правда, будут те люди, которых вы уже подозревали, или где-то были мысли, подсказки вашей интуиции. Как, знаете, вот бывает такое, мы где-то чувствуем, а переложить на какую-то логику событий мы не можем. И доказать не можем. И вроде бы как все равно, ну, сказать, что это мне показалось, так тоже нельзя. Почему так говорю? Потому что тройка мечей – это та карта, когда наступает уже здоровое равнодушие. Теперь уже сердце не болит. Теперь уже какая-то просто правда или какие-то события вы воспринимаете и переводите как в опыт. Но если в неожиданностях мы говорим, либо себя проявит человек, либо, мои дорогие, мы говорили, что какая-то прежняя история может тоже о себе напомнить. И по неожиданностям, правда, либо с конкретным человеком вы уже были в подобной какой-то ситуации со знаком минус, или напоминает кто-то из бывших, как мы говорим, из бывших партнеров, и не обязательно личная жизнь. Может быть, у кого-то события, которые касаются, ну, тех, которые были друзьями, или были с ними контакты, или какие-то прежние коллеги. Что-то у вас получается, но есть еще и какие-то заминки, которые вас тоже могут не радовать. Но самое главное, правда, сильная позиция. И вот это здоровое равнодушие, оно вам дает возможность оценить правильно обстановку. Когда мы более хладнокровно относимся к любой абсолютной информации, когда мы словно судьбой нарепетированы на какой-то минус уже в предыдущий именно период, и теперь для нас, может быть, вы и узнаете что-то о человеке, который, к примеру, вас когда-то вот вверг в такие эмоции или с которым была связана какая-то минусовая история, вы здесь можете узнать о нем какие-то новости. Неожиданности. Девятка жезлов – карта великой мощи в герметической колоде Таро. И карта нам говорит о том, что вы в хорошей форме. Как и физической, где-то психологически вы, знаете, очень устойчивы будете в августе. Поэтому тут хоть камни с неба, вряд ли вас что-то может, ну, разочаровать очень сильно, когда руки опускаются. И мы занимаем некоторую оборонительную позицию, когда мы не включаемся в те вопросы, но которые для нас не служат прогрессом. И с другой стороны, мы очень внимательны к тому, чтобы себе не навредить. И любую ситуацию вы будете рассматривать с этих двух позиций. Это мне будет помогать, это для меня имеет значение через полгода, через месяц, через год. Или мне лучше из этой ситуации выйти, или мне лучше проститься с этим человеком. Поэтому позиция у вас сильна, но в неожиданностях вас, наверное, вам добавляет вот этой силы и уверенности именно какой-то минус, который был в прошлом в вашей жизни. По сути, то, что мы говорим, вы становитесь сильней. Вы можете в августе себя поблагодарить за то, что прежде даже от чего-то отказались. Или правильно приоритеты какие-то расставили. Давайте еще спросим неожиданности. Вот все то, что я говорила, когда выпадает карта мага, здесь и как и человек мог быть великим манипулятором, а теперь вы с ним поменялись ролями. Теперь вы великий манипулятор, теперь вас не зацепить, не вывести на эмоцию, или вас не уговорить каким-то ненужным пафосом, или серией каких-то комплиментов, или ненужной лести, все что угодно. Тут ведь вариантов может быть очень много. Вас какое-то событие учит быть сильнее и сказать себе спасибо за какие-то правильные мысли, предпринятые действия, или когда вы в отношениях навели порядок. Нечего добавить. Карта мага, когда все в вашей власти. Правда, хоть камни с неба, нас ничто не расстроит. И, кстати, в этой колоде карт, посмотрите, тут маг, я надеюсь, видно, лицо очень уставшее у этого человека. Вот где-то у вас может чувствоваться усталость. Но вы сумеете совместить несовместимое. Решить какие-то очень основные вопросы, которые на перспективу, пусть не в этой колоде карт, но все-таки карта Солнца, или когда значение Солнца выпадает,
Это какой-то период на последующие полгода. Вот что-то очень важное. Как в приоритетах, я уже сказала, вы расставляете в августе. Одна колода дополняет другую. Итак, сюрпризы давайте посмотрим, что же с плюсом. Хотя маг уже это плюс. Возможность отдыха. Знаете, возможность сэкономить силы. Видимо, вот эти приоритеты, которые вы расставите, для вас высвободить, кстати, могут больше свободного времени для себя самого или самой, или заняться своим здоровьем. Не обязательно нам эта карта говорит, что это сама по себе болезнь. Но у кого-то может проходить просто обследование, или стоматолог, или какие-то рутинные процедуры, которые мы должны были сделать. Прежде не было времени, а теперь вы решите, я теперь буду заниматься только именно собой. Или то, что было отложено на потом. С другой стороны, карта перезагрузки. Мы складываем оружие. И это выпадает в сюрпризах. Поэтому я вижу больше положительного значения, когда действительно вы с кем-то перестаете спорить или кому-то что-то доказывать, какая-то история завершается. Вы понимаете, что я лучше сложу оружие, в чем-то я не участвую. Вы можете выйти из какого-то дела, и для вас как гора с плеч. Или по этой карте, когда вы просто будете отдыхать. Это в сюрпризах. Появится как будто дополнительное время для того, чтобы позволить себе такой отдых. Сюрпризы для вас, мои дорогие весы. Ну, тут как карма, верховный жрец, это... Кстати, у кого-то может банально проиграться, когда вы решите, именно в августе вы будете учить что-то новое. У кого-то это язык, может быть, иностранный, а у кого-то язык программирования, почему нет? Это где-то очень близко. С другой стороны, это могут быть какие-то отношения, которые были, например, с конкретным человеком, или которые вы собирались построить, тут какой-то может быть пересмотр. Но я не могу сказать, что вас это разочарует. Вы, опять же, одна карта дополняет другую. И вот эти самые приоритеты или какие-то свои очень важные, ключевые моменты, которые будут важны не только в августе, а на последующие полгода, вы правильно можете расставить уже в этом месяце. Или, мои дорогие, вам могут также в сюжетах, в сюрпризах выпадает, когда вы можете существенно улучшить вашу карьеру. Все же по карте Иерофант нам могут предложить и должность какую-то. Или вы задумаетесь о том, чтобы сменить направление в деятельности или в работе. У кого-то может проиграться и по части вашей личной жизни. И здесь двояко. Для кого-то это даже двояко с учетом цыганского пасьянса. Для кого-то это будет бракосочетание, может быть, или подготовка к нему, а у кого-то будет бракоразводный процесс. И то, и другое, несмотря на полярность вот этих двух действий, для вас это, ну, вам это будет приятно. Значит, какие-то отношения, которые уже закончились, может быть, де-факто, они закончатся де-юре. Или какие-то документы важные вы получите по тем или иным согласованиям с учетом, кстати, верховного жреца. Что-то вы сумеете осуществить, и у вас же тут значение власти выпадает. Поэтому все то, что где-то я говорила по картам пасьянса, подтверждают и карты Таро. Или если это действительно какое-то счастливое событие, когда вы готовитесь к бракосочетанию или оформить свои отношения, это вас тоже радует. Что бы тут ни происходило, вы где-то можете, кстати, в течение августа не раз подумать о том, что ну надо же, а я где-то так и предчувствовал или предчувствовала. Давайте еще посмотрим. Сюрпризы. Много взаимодействия с людьми, всегда семерка жезлов, это надо сохранять. Некоторое эмоциональное равновесие, потому что много людей, много информации. И людям, может быть, много что от вас нужно, но у вас ведь свои планы. И вот по этой карте, и иногда ее называют карта соревнования. Но здесь может быть как и соревнование определенное, или какой-то конкурс, конкурсный отбор. Или когда вас пытаются вовлечь в какое-то дело, чтобы вы приняли, например, чье-то мнение, чью-то позицию. Вас могут пытаться также и вовлечь в какой-то конфликт, поэтому будьте внимательны. Почему эта карта в первую очередь советует нам? Ты сначала отступи полшага назад и подумай, нужно тебе в этом участвовать или нет. И девятка где-то жезлов, она как раз говорит об этом же.
Сильная позиция, но вот эти качества мага вам придется использовать. Маг, он всегда допускает как раз что-то иррациональное. Или из разряда того, что может прийти как неожиданность. И для вас в этом контексте быть готовым где-то к неожиданностям в августе определенно стоит. Давайте карту совет достанем. Что для весов нам посоветуют карты? Не бойся начинать новое, не бойся чему-то учиться. Для вас должен быть прогресс, мои дорогие весы. Если мне память не изменяет, именно гороскоп планетарный, по-моему, там что-то подобное тоже вот до конца 2024 года. Перепроверьте, посмотрите. Ссылка в описании под сайтом. Так вот, по-моему, там как раз есть такая энергетика, что вы не должны, для вас это будет важно, останавливаться на достигнутом. Ваша сильная будет позиция именно в том, что вы где-то открыты миру. Вот это любопытство к жизни, которое нас всегда толкает так вот вперед, что-то узнать, не любопытство к соседу, что там у него происходит, а именно когда вы хотите самореализоваться в каком-то деле. И Паш Пентакли где-то может об этом говорить. Ведь это еще само по себе начинание. Но это еще одновременно, если как карта совет, будь внимателен к деталям, будь внимателен к финансам. Вот эти два момента, пожалуйста, запомните. Что же еще как совет? Какой-то праздник будет, ну нам об этом уже сказали. Торжество, и у каждого, понятно, своя какая-то будет причина, тема. Что же еще как карта совет? Ну и готовься опять же к переменам. И если вот мы говорим изучение или как само по себе движение вперед, у вас планетарно, знаете, путь второй половины 2024 года, вы как проходите ступенчатый какой-то, ну, повышение назовите, или вы словно достигаете желаемых результатов, и это не значит, что вы где-то успокоились на достигнутом, как я уже сказала. А это вот именно та ступенька. Вы поднялись выше, остановились на какой-то момент, осмотрелись. И дальше вы снова поднимаетесь и еще на ступеньку выше. И так выше и выше вы не должны останавливаться. И где-то карта колесница – это карта динамики, это карта перемен, это карта движения самого по себе. И у кого-то из вас нам говорят конкретно: не бойся перемен, бойся застрять в прошлом. Отпускай все прошлое, все то, что не имеет для тебя значения, то, что не будет продолжено на последующий период. И встречай все новое, что приходит на твой порог. Если вам предлагают кто-то поездку, переезд, для вас, мои дорогие весы, вообще в принципе много движений или каких-то поездок, это очень благоприятно до конца 2024 года. Вам это где-то помогает. Мы можем отправиться просто даже в какую-то поездку, и из любого путешествия мы возвращаемся другими. Может быть, какая-то услышанная информация и переложенная на вашу судьбу или на ваши какие-то желания открывает для вас новые возможности. Или какая-то тема, которую вы тоже услышите, в последующем вы как-то переложите на себя. Поэтому, в принципе, сама по себе динамика, какой-то драйв для вас, это и как и карта совет, так и где-то совет планетарный. Скучать будет некогда, но правильно расставить все точки над «и» где-то в августе придется. И у каждого, понятно, в своей сфере жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.